Дамы и господа, история нашего голубого карбункула началась в Индии, и начало ее было жутковатым. Первой его жертвой оказалась змея неизвестной породы, проглотившая огромный алмаз. Второй жертвой был несчастный слон. Имени его никто не помнит, поскольку третьей жертвой стал его погонщик, фамилия которого тоже утрачена. Слон честно работал на лесоповале, а погонщик восседал на нем и давал слону некоторые полезные советы. Слон его понимал, потому что понимал человеческое к нему отношение, но ничего не смыслил в отношениях человеческих и погиб из-за недостатка образования. И пошла цепочка убийств, такая привычная для тех времен, и из-за такого предмета. Наконец алмаз превратился в бриллиант. И из-за необыкновенной величины и прелестной окраски получил название голубого карбункула. Драгоценности редко задерживаются у обездоленных. Вот и карбункул оказался у смазливого Магараджи Райпали. Но и он с ним расстался. Конечно, виновата в том женщина, к тому же англичанка и к тому же вдовая, графиня Маркар. Она-то и привезла наш бриллиант в Лондон. Погода то, что надо, не так ли, господа? Туман и слякоть, столько и всего. Прекрасная пора, ура, гип-гип, ура! Британия встречает Рождество. Извольте приодеться, а если ваш костюм не слишком защищает от дождей, примите бодрый вид, а насморк и бронхит извольте отложить на пару дней. Британец, это британец, в лютой мороз и в летний зной. Так ли, сяк ли, там ли, здесь ли, на своем посту и месте хоть ты тресни, но долг исполни свой. Так ли, сяк ли, там ли, здесь ли, на своем посту и месте хоть ты тресни, но долг исполни свой. Чертов холод. Только Господу нашему Богу могла прийти в голову мысль родиться в декабре. Да, сэр, но это произошло значительно южнее. А не переменить ли и нам климат, сэр? Нельзя. Если лондонские воры исчезнут из Лондона хотя бы на месяц, здесь произойдет катастрофа. Нарушится равновесие, запаникует Скотланд-Ярд, оставшись неудел. Лондонцы успокоятся и начнут стремительно жиреть, что очень плохо по причинам биологическим и социальным. Поверьте, мы пульсирующее сердце Лондона. И все-таки это не условие для человеческого существования. Прекрасный морозец, сэр. Скажите, сколько стоит эта статуэтка? 10 фунтов, сэр. А можно что-нибудь такое же, но только чуть-чуть подешевле? Для любимой женщины, сэр. Ой, чудо какое! Да, вот это для любимой женщины. А за это я вас буду охранять. Охранять от кого, сэр? Да. Мы в старой доброй Англии. Это там, в другом мире, на континенте. Могут быть неприятности, волнения, вулканы, землетрясения, революции.
У нас это исключено. Никаких социальных проблем. Скорее рухнет мир, чем закатится солнце Британской империи. Вы правы. Нет, сэр, с вас денег я не возьму. Редко встретишь человека с такими глубокими убеждениями. Поэтому я плачу по высшему разряду. Не забывайте, вы живете в стране, где более 100 лет не был подкуплен ни один полицейский. Да, вы правы. Вы тоже правы. Холмс, что вы посоветуете купить моей Глории? Я бы не хотел иметь врага в лице вашей невесты. Вам не нравится украшение? Дорогой Ватсон, я могу предсказать смены правительств. Земные, космические катастрофы, преступления века, но я никогда не смог бы сказать, как отнесется женщина даже к самому роскошному подарку. Забавно. Пользуясь своим дедуктивным методом, я раскрыл десятки сложнейших, запутаннейших преступлений, совершенных мужчинами. Да, но если к преступлению имела отношение хотя бы одна единственная женщина, я тут же превращался в заурядную ищейку из Скотланд-Ярда, поскольку моя логика оказывалась бессильной. Невероятно. Надеюсь, доктор, вы не станете писать об этом? Я постараюсь удержаться. Честно говоря, Ватсон, я не вижу здесь украшений, достойных вашей будущей супруги. Вы полагаете? Во всем Лондоне это единственная женщина, которой я питаю истинной симпатии. Благодарю вас. Пойдемте в другой магазин. Вы видите этого человека? Какого, сэр? Вон, того, что повыше. О, да-да, сэр. Да, сэр. Запомните его, мальчики. Где тут запомнишь, сэр? Далеко. Смотри. Сэр. Величайший детектив Шерлок Холмс разгадал больше преступлений, чем у меня волос. Полгода Скотланд-Ярд шел по моим следам. А Холмс наколол меня за 3 часа и упрятал за решетку на 5 лет. Шеф, талант. И все-таки, Холмс, сколько я не писал о вас, до сих пор не могу понять, как вам удается разгадывать столь запутанные преступления. Внимание к мелочам. Вы знаете, однажды какой-то писатель сказал: дайте мне чернильницу. Нет, это не я, это кто-то другой. Ну, в общем, дайте мне чернильницу, и я напишу рассказ. Так вот, дайте мне чернильницу. Я вам расскажу, кто ее изготовил, где, когда, сколько людей было ею убито, если она достаточно увесиста. Шеф, что с ним за мешок? Доктор Ватсон, писатель. Интереса не представляет, правда, 2 раза писала обо мне. 3, сэр. И, между прочим, читал весь мир. Видите? Я созидаю славу Англии. Да. Были времена, а теперь хоть бы одно завалящее преступление века. С каждым годом мельчаем. Да-да, это были те времена, когда все великие люди Англии были еще маленькими. А великим был один Шерлок Холмс. С наступающим Рождеством, сэр. Да, дорогой. С Рождеством, дорогая. С праздником, милый. Прекрасная погода, не правда ли? Оп. Что, не нравится? Катарина, это лучшее из того, что там было.
Из самых недорогих. Катарина, вот когда я стану миллионером. Не обольщайся, дорогой. Что поделаешь, дорогая? Каждый должен довольствоваться той судьбой, которая выпала на его долю. Иначе он будет страдать бессонницей. Это говорит мужчина. Катерина, я решил сделать тебе предложение. Выходи за меня замуж. Будь моей женой. Ну, Джеймс, я не привыкла выходить замуж за первого встречного. Первого встречного, Катарина, мы работаем с тобой 2 месяца, рука об руку. Можно сказать, Для я... супружества этого недостаточно. Я должна тебя испытать. Катарина! С удовольствием! Ты должен совершить что-нибудь романтическое. Джеймс! Ты можешь стать сказочно богатым. А потом мы уедем далеко-далеко, куда-нибудь в Канаду, в Австралию. Купим фабрику, лавку или тюрьму. Тюрьму? Почему тюрьму? Ну, какая разница? Главное открыть свое дело. Главное стать независимыми. Джеймс, у графини есть драгоценный камень. Голубой карбункул. Это бесценный совершенно камень. Никто не знает, сколько он стоит. Ты должен его похитить. Я все обдумала, Джеймс. Это некрасиво, Катарина. Джеймс. Богачи грабят других. Почему бы нам у них не взять? Нужно выяснить, кто может у нас купить этот камень. Ну, не везти же вы в Австралию. Не теряй времени, сейчас все празднуют. Графинь не скоро хватится. Лучшего времени у нас не будет, Джеймс. Не могу, Катарина. Не могу, меня надо вдохновить. Нет, Джеймс. Только тогда, когда камень будет наш, я стану твоей. Только тогда. Джеймс, у нас будет много ребятишек. Полная комната, Джеймс. Ну? Хорошо, Катарина. Ради детей. Ты будешь моей женой. Ну, о чем речь? Ради детей. Да, дорогой. С Рождеством, дорогая. Неужели это мне, дорогой? Я представляю, сколько это стоит. Не будем об этом. Торопись, Джеймс. Необходимо найти людей, которые научат тебя, как украсть камень.
О, кажется, вы потерялись, сэр. Нет. Возьмите его себе. Зачем? Нам чужого не нужно. Я дам вам больше. Поймите меня правильно, я ищу вас весь день. Меня? Я вам скажу одно, сэр. Мой потолок фунт, и если беру больше, то оставляю сдачу. А вот подайте дядюшке Бобу фунт, и дядюшка все скажет, куда вам надо. Куда мне надо? Туда. К тем же. Спросите кровавого Сэма, скажите, вас послал вонючка Боб, кровавый помощник. Спасибо, Боб. Сэр! Сэр! Ну что еще? Прекрасная погода. Сэр! Вонючка Боб, что хочет от меня сей джентльмен? Он хотел, чтобы вы объяснили мне, как украсть и продать бриллиант необыкновенной величины. Вот. Ну и дурак ваш вонючка Боб. Он же знает, что эти дела не по мне. Пришлите кого-нибудь, пожалуйста. И стоит, кстати, гораздо дешевле, и нервы не портишь. Если кто жить вам мешает, это ко мне. Цена по такси. Такса 5 фунтов. Я хотел... Я ведь сказал 5. Нет, хотел только спросить, к кому мне обратиться? 5. Да, но это только вопрос. Все равно. Это ведь услуга, не так ли? А за любую услугу у меня есть твердая такса. 5. Какие университеты кончали, юноша? Курсы лакеев, сэр. Отличная ширма. Кто был профессором? Мистер Эрл Хопкинс, сэр. Ах, хозяин гостиницы «Атлантика». Отличный, высококвалифицированный вор. Надеюсь, он вас обучил своему излюбленному приему. Кража лопатника и скулы петуха под легким наркозом. Да, сэр. А где мы? Не понял? Что над нами? Конечно, Сити. А куда мы? Вы же просились на дно Лондона. Вот и падайте. Туда? Туда. Смелее, новичок. Да. Прекрасная погода, сэр. Преда. Не сломите себе шею. Джентльмены, черным ходом гости. Новичок. Не примите его за корову в сюртуке. Это гость. Обхохочешься. Прекрасная погода, не правда ли? Допустим. Добрый день. Мне необходимо видеть сэра Мауделея. Понятно. Он вам назначал? Нет, но у меня есть рекомендации. От принца, графа, сэра Пера, барона, чертовой матери, кровавого Сэма и этого вонючки Боба. Соблаговолите поднять руки. Чистенький. Изложите суть дела на бумаге. А если дело не покажется достойным внимания шефа, Джейми. вами займутся другие господа. Голубой карбункул графини Маркар. Есть возможность украсть на паях. Джеймс. Голубой карбункул графини Маркар. Тихо! Жирненький ломоть, доложу я тебе. На эти деньги можно завязать тебе, и мне, и им. Впрочем, они не завяжут. Голубой карбункул. Это моя пенсия, малыш. Это моя обеспеченная старость. Да. Рождественский подарок. Ступай.
Проведи с ним подробный инструктаж. Как не завалиться, как обеспечить алиби. Для аналогии вспомни дело лорда Питта Хиндемита 1816 года и посмотри материалы. Ступай. Принесет камушек, дашь ему 5000. С него хватит, а нам остальное. Понял? Вперед. Хочешь? Джеймс, графея просит ананас. Сейчас. Катарина? Принесите мне все газеты, в которых пишут о скачках. Слушаюсь, мэм. Такие дела, мэм. О, извините меня, мэм, я ошибся номером. Черт тебя побери. Бриллиант. Дорог не камень, дорога память. Мне сразу показался подозрительным этот слесарь. Он делал вид, что его интересует только работа, как будто здесь нет ни драгоценностей, ни женщин. Скажите, инспектор, как объяснить, что в нашей процветающей империи, где фунт стоит прочнее, чем собор Святого Павла, случаются столь невероятные инциденты? Преступник может быть только дегенерат, или декадент, или иностранец. Иностранец? Истинный англичанин, джентльмен. Красть бриллиант не станет. Убить? Пожалуйста, но красть, тем более у женщины. У меня ощущение, что бриллиант у меня в руках. А интуиция меня никогда не подводила. Осторожно, не разбейте. Ничего, найдем. Найдем. Пресса! Свежая пресса! Пропажа, кража, где же, куда же смотрит Скотланд-Ярд? Пресса! Свежая пресса! Вчера миллион, сегодня 2, а завтра миллиард. Без частного имущества утратим мы могущество. Какой скандал в стране, развал. Где выход? Где бриллиант? Пресса! Рожа века! Украден голубой карбунку! Подозревается слесарь Джон Горнер! Скотланд-Ярд идет по следу соучастников! Арестован слесарь Горнер! Графиня Маргар предлагает... 1000 фунтов! Кому? Кто найдет? Бриллиант! 1000 фунтов! 1000! Пресса!
Свежая пресса! Держи, пора, давно пора, погода без перемен. Пресса! Свежая пресса! Графини в печали, камень украли и ничего взамен. Давно пора издать приказ, не огорчать имущий класс. Давно пора, гип-гип, ура! Ladies and gentlemen! Ватсон, что вы думаете об этом деле? Думаю, что Горнер здесь ни при чем. А кто же? У меня есть одна догадка. Но пока нет доказательств. Я ведь хорошо знаю жестокие обычаи индийских религиозных сект. И если индусы считают этот камень священным, они пойдут на все, лишь бы вернуть бриллиант на родину. Новая версия похищения карбункула. Полиция ведет допрос артистов индийского цирка. По-моему, тот редкий случай, когда полиция напала на верный след. Вы уверены? Конечно, ведь и мне пришла в голову эта мысль. А теперь и графиня вспомнил некоторые Дорогой странности Ватсон, поведения. вам и графине вредно так много читать детективов. Джеймс, Горнер арестован. Действуй, дорогой. Катарина, я попадусь. Спокойно, Джеймс. Спокойно. Я пошел. Пошел. Стойте! Ко мне. Он Сюда. слабоумный. Пожалуйста, руки. Осторожно. Карманы. Дайте я подержу. Не-не-не, зачем? Что это там у вас? Где? Где? Тьфу ты. Там. Гриб. Гонконгский. Гонконгский. Все ко мне надеть маски, проводить больного домой. Гонконгский. Идите. Господа, благодарю вас. Теперь я сам. Благодарю. Благодарю вас. Джеймс пожаловал. А мы тебе гуся откормили. Иду, доченька. Заходи, Джеймс. Джеймс, что ты делаешь? Ты же сказала, что приготовила мне гуся, вот я и высматривал, который пожирнее. Но мы же оставили для тебя гуся. Мы так и зовем его Джеймсом. Сколько их у тебя? 1 для тебя, 2 для нас и 3 дюжины на продажу. Мэгги, если тебе все равно, я хотел бы взять того гуся, которого сам выберу. Но мы же оставили для тебя самого жирного. Мэгги! Я хочу взять именно этого гуся. Вот тот, в середине стада. Мы с ним уже познакомились. Он такой славный, с полосатым хвостиком. Дело твое.
Мама, зачем вы принесли гуся? Шеф! Шеф! Скажите им, чтобы они унесли! Успокойся. Успокойся, мой мальчик. Дядя, видимо, знает, что он делает. Это очень мило с вашей стороны, мистер Райдер, что вы решили подарить мне рождественского гуся. Но где камень? Деньги. Сначала обещанные деньги, сэр. Мама, заберите у меня этого гуся, я боюсь, мама. Возьмите кто-нибудь. Мама. Ну, бриллиант. Здесь. О. Молодец. Умница. Какая фантазия. Учитесь, олухи. Приступай. Мистер Райдер, вы не хотите продолжить наше содружество? Нет. Сожалею. Нет, сэр. Я честный человек, сэр. Это больше никогда не повторится, сэр. Мама! Ой, кровь! Кровь! Я боюсь крови! Мама! Мама! Фу! Шеф! А камня в нем нет! Что за черт? Там! Я же сказал! Там! Там! Давай сюда! За что? Нет! Давай! Сейчас! Нет! Я все молодец! Пусти меня! Я ему дам! Пусти меня! Нет! Господа! Давай! Теперь! Ах так! Я ему дам! Мое не дай ему дам! Катарина! Ну, гады! А? Ах ты, ворюга! Где Джеймс? Джеймс! Джеймса нету! Бежал! Ищите, за трубой! Под столом! Вот там! Сюда! Сюда! В лифт! На предельной скорости! Джеймс, кто тебя так? Где гуси, Мэгги? У торговца. Какого торговца? У Брэкенриджа на Ковенгарденском рынке. Брэкенридж. Ковенгарден. Мэгги! Что? Не торопись с ответом. Подумай, сестренка, сколько у тебя было гусей с полосатым хвостиком? Гусей? Нет, подумай. Не торопись. Сколько было? Что тут думать, их было 2. Как продали? Да, продали! Кому? И весь Лондон покупает у Брэкенриджа. Катарина, я не... Ничтожество.
ничего, что дождик с ветром за окном, и луны не видно в поднебесье. В эту ночь приходит праздник в каждый дом, в эту ночь тепло нам вместе. Дай руку, старый друг, наш славный Запевалов. Спой песню, старый друг, спой нам, как бывало. Ну-ка разольем по кружкам добрый крок, выпьем за любимых и продолжим. Одинокий путник, ты не одинок, за тебя мы выпьем тоже. Дай руку, старый друг, наш славный Запевалов. Спой песню, старый друг, спой нам, как бывало. Мистер Холмс, может, надо помочь? Ничего страшного. Скорее всего, дело кончится потерей 4-го зуба верхней челюсти, а через 20 секунд появится ваш супруг мистер Петерсон. Он поможет. Так что нечего зря нам спускаться с бельэтажа. Да нет! Поздравляю, Петерсон. Вам следует почаще совершать прогулки по утреннему Лондону. Но на лапке гуся карточка. Мистер Генри Беккер. В Лондоне 1000 Беккеров, из них несколько сот с именем Генри. Да? Да. Так что приятного аппетита, мистер Петерсон. Шерлок Холмс. Великий Шерлок Холмс. Удивительный, непостижимый человек. Ни один из его современников не смог бы проследить ход его мысли. А я его приятель, вопиющая посредственность, стараюсь объяснить некоторые из его поступков именно с позиции среднего человека. А как же иначе? Скажу вам по секрету. Метод Холмс намного шире и гениальнее описанного мной. Но, к сожалению, я его не понимаю. И прошу прощения, что судить о Холмсе, знать о Холмсе вам придется с моих слов. Но рядом с ним больше никого нет. Так что, извините, выбирать вам не из чего. Вы очень вовремя, Ватсон. У меня сегодня такое предчувствие, что мы с вами станем свидетелями удивительнейших событий. Каких же? Моя фамилия Холмс, а не Господь Бог. Иначе сегодня был бы день моего рождения. Читали? Луи Рено достиг на своем автомобиле бешеной скорости. 32 километра в час. Да? Да? О, невозможно поверить.
Холмс слушает. Убийство? Обращайтесь в Скотланд-Ярд. Жизнь однообразна и скучна, и только преступления делают ее красочно интересной. Холмс слушает. А вы ошиблись номером. Проклятие! В Лондоне не более 30 абонентов, и все-таки кто-то умудряется ошибиться номером. Вам бы жениться, Холмс. Во всем Лондоне только одна интересная женщина, но вы, Ватсон, умудрились ее захватить. Да, не опасайтесь, я убежденный холостяк. Мистер Холмс. Что? Гусь-то. Я говорю, гусь-то. Ожил и вылетел в окно. Вы только посмотрите, что жена нашла у него в заку. Вот что я ждал все утро, Петерсон, надеюсь. Вы понимаете, что вы нашли? Мне кажется, это бриллиант. Правильно, а что это за бриллиант? Неужели это голубой карбункул графини Маркар? Совершенно правильно. Камень единственный в своем роде. Ценность его определяется лишь приблизительно. Во всяком случае, обещанное вознаграждение в 1000 фунтов не составляет и 100-й доли его истинной стоимости. 1000 фунтов? Ватсон, это будет сверкать настоящим бриллиантом среди ваших рассказов обо мне. Но как этот гусь мог попасть в покой графини Маркар? Не знаю. Не знаю, что это за гусь и зачем он ходил в такие почетные гости. Был ли он представлен графине или действовал инкогнито, и почему он с такой тайной в глотке позволил себя зарезать и оказался в утренний час на Бейкер-стрит. Беремся, Ватсон, беремся. Раскроем это дело. Раскроем. Начнем. Немедленно. Вперед, Петерсон! Петерсон. Доктор, это по вашей части. Верните его к жизни. Он нужен нам как свидетель. 1000 фунтов. Петерсон, воспроизведите в точности картину происшествия. Так. Он здесь. Да. Они здесь. Да. Я там. Они на него. Да. Он на них. А потом вашу трость. Пожалуйста, мистер Холмс. Спасибо. Он вот так. Простите. А, черт возьми! Сколько можно пить мои стекла? Черт возьми! Добрый день. Какое сегодня удивительное Рождество. Не так ли, сэр? Да, вы совершенно правы, сэр. Рождество просто изумительное. А гуси-то в этом году какие гуси, не так ли? Да, таких гусей давно не было. И не холодно. Да, знаете ли... А мы тут слегка погорячились. Извините. Прошу вас. Какие пустяки, сэр. Не угодно ли вам, сэр, и вашим друзьям отведать моего вина? О, с превеликим удовольствием. О. Петерсон, Уотсон, где вы? Ранний вечер, поздний полдень, в хмуром декабре. Здравствуй, милый старый Лондон, праздник на дворе. Ничего, что дождик с ветром за окном. Поздравляем всех со светлым Рождеством. Рождеством. Ничего, что дождик с ветром за окном. Поздравляем всех со светлым Рождеством. Рождеством. Что для вас всего дороже, мы желаем вам. И, конечно, вы того же пожелайте нам. Ничего, что дождик с ветром за окном. Поздравляем всех со
со светлым Рождеством. Рождеством. Ничего, что дождик светлым за окном. Поздравляем всех со светлым Рождеством. Посещение Карбункула заканчивается. Слесарь Егоры ждет пожизненная каторга. Следствие похищения Карбункула заканчивается. Слесарь Горнер нас ждет Началось. пожизненная каторга. Слесарь Горнер арестован. Узнаю тебя, старая ханжеская Англия. Мистер Ватсон? Да. Мы должны срочно найти настоящего преступника. Да, но это сделали индусы. Мистер Ватсон, но я не знаю индуса с именем Генри Кстати, о мистере Беккере. Так. На улице Годж найдены гусь и черная поярковая шляпа. Мистер Генри Бейкер может получить названные вещи, явившись сегодня в 2:30 на Бейкер-стрит в 1021-Б. Кратко и вразумительно, просто и понятно. Кому понятно, сэр? Вам, мистер Петерсон, идите дайте это объявление в газеты. Понял, в какие газеты? Во все, которые только вам придут на ум. Минутку. И купите гуся. Неудобно. Мистер Генри Бейкер, не так ли? Да. Это ваша шляпа? Да. Превосходно. А вот вашего гуся нам пришлось съесть. Съесть? Ничего поделать не могли. Время работало не на вашего гуся. Но это был мой гусь. Мы купили вам другого, хорошо? Спасибо. А чтоб вы слишком не огорчались, могу предложить вам лапку, голову и... Спасибо. Зоб. Зачем? Вашего гуся. Зачем меня вполне устроит этот, новый? Примите мои соболезнования. Благодарю. Между прочим, мистер Бейкер, где вы купили вашего гуся? Я немного смыслю в этом и должен признаться, что редко видел такой удачный экземпляр. Не поделитесь ли вы со мной, где вы достали свой? Охотно. Видите ли, рядом с нашей ювелирной мастерской есть трактир «Альфа», где мы ежедневно обедаем. А в этом году хозяин трактира, замечательный человек мистер Виндмет, организовал гусиный клуб. Мы должны были платить по несколько пенсов в неделю и получить к Рождеству гуся. Да. Извините. Да. Но я аккуратно выплатил свои пенсы, остальное все вам известно. Спасибо. Счастливо. Итак, Ватсон, в Альфу. В Альфу? Видите ли, Ватсон, преступник или не преступник, вообще любой поступок всегда какой-то знак и след оставит по себе. В заброшенном овраге, на глянцевой бумаге, на памяти, на сердце, на судьбе. А какая мысль? На памяти, на сердце, на судьбе. И дело именно в них, в поступках безответственных. И вся загвоздка именно в том, что очень мало кто умеет думать о следах, точнее, о последствиях, которые, правда, предвидеть нелегко. Посудите, графиня и гуси, как понять этот странный альянс? Что ж тут странного? Это индусы. Что индусы? Украли алмаз. Видите ли, Ватсон, немало есть примеров, и вспомнить их нетрудно, когда поспешный приговор к ошибке приводил. Ну, скажем, Жанна Дарк или Джордано Бруно. Но, Холмс, вспомните, кто их судил. Да, конечно, я помню, кто их судил. Да, мы теперь умнее и судим, соответственно, намного объективнее, чем много лет назад.
нам истина дороже, чем выгодная версия. И тот, кто прав, у нас не виноват. Не так ли? Ну так с Богом, графиня и гуси не уйдут от внимательных глаз. А тем более эти индусы. Что индусы? Украли алмаз. Так вот, когда я читал пеструю ленту, а дело было вечером, у меня волосы шевелились. Я не мог заснуть. Представьте себе, малейший шорох казался мне движением змеи. А этюд в багровых тонах? Я 2 недели темноты боялся. Нет, как хотите, но сознанием дела могу сказать, Ватсон – это талант. Ерунда. Доктор Ватсон, тоже мне писатель. Если врач берется за перо, толку не ждите. И литературы большой не получится. И лечиться к нему никто не пойдет. Издержки популярности, доктор. О чем пишет Ватсон? Его великого детектива интересуют лишь вопросы, кто и как. Вы вспомните. Его Холмс ни разу Завидует. вопросом почему. А вы слушайте критику, доктор, слушайте. Это все ваши интриги. Кого из детективных писателей вы ставите на первое место? Шекспира. Недавно прочел детектив. Молодой человек учится за рубежом, возвращается на родину и начинает тайное расследование, кто убил папу. Попутно приканчивает одного, другого, третьего. Невесту доводит до сумасшедшего дома, закалывает ее отца. А кто убийца? Новый премьер, его же дядя. О! Гамлет называется. О! Да. Могу сказать, что детектив – это все-таки специальность англичан. А чего мне не хватает в Шерлоке Холмсе, так это пикантных похождений, приключений женщины. Черт побери. Он думает, что я Пинкертон. Знаете, мне у вас этого тоже не хватает. Холмс – человек без сердца. Человек с холодным мозгом. Ну вот что, хватит. Самое время возвращаться к нашим гусям. Кстати, насчет Гамлета. Гусей, я полагаю, лучше возить из Дании или из Шотландии. В Англии сильное загрязнение среды. Мистер имел в виду, что если ваши гуси так же хороши, как ваше пиво, то они должны быть прекрасны. Мои гуси? Полчаса назад я разговаривал с Генри Бейкером, членом вашего гусиного клуба. Ах так, с Генри. Знаю. Но, сэр, гуси не мои. Я вижу, вы распродали своих гусей. На рынке есть еще гуси? Да, но меня послали именно к вам. Кто послал? Хозяин трактира «Альфа». Да-да. Я продал ему 2 дюжины гусей. Славные были гуси. Интересно, откуда вы их взяли? Так. Мистер, что вы еще хотите выпытать? Говорите прямо. По-моему, я говорю достаточно прямо. Я хочу узнать, кто вам продал гусей, которых вы доставили в трактир «Альфа». Не скажу. И все. Ну, не хотите. Не надо. Только меня интересует, почему вы так горячитесь из-за такого пустяка? Да поневоле станешь горячиться, сэр. Тогда тебе со всех сторон преследуют с этими гусями. Где гуси? Кому продал гусей? Сколько стоят эти гуси? Казалось бы, заплатил хорошие деньги за хороший товар, и дело с концом. Так ведь нет же? Может, подумаешь, это единственные гуси на свете? Но я-то не имею никакого отношения к тем, кто вас расспрашивает. Если вы не скажете, то
то пари не состоится. Понимаете, видите ли, сэр, я иногда люблю поспорить насчет птицы. И вот сегодня я держу пари, что гусь, которого я ел в трактире Альфа, откормлен в деревне. Что такое? Плакали ваши денежки, сэр! Гусь этот как раз откормлен в городе! Не может этого быть! Но это я вам говорю! Не верю! Неужели вы думаете, сэр, что разбираетесь в гусях больше, чем я? Да я с детства вожусь с гусями. И уверяю вас, что гуси, посланные в Альфу, откормлены в городе. Вам меня в этом не убедить. Хотите держать пари? Когда вы встречаете человека с такими баками и торчащим из кармана красным платком, вы можете быть уверены, что получите от него все, что угодно, если предложите ему пари. Ватсон, мы у цели. Видимо, не одни. Убирайтесь! Надоело мне все! Убирайтесь ко всем чертям! Если вы придете еще раз мне надоедать этой дурацкой болтовней, я спущу на вас собаку! Приведите ко мне миссис Окшот! Ей отвечу, а вы тут при чем? У вас я покупал этих гусей! Не у меня. Но один из них принадлежал мне. Вот и приведите ко мне миссис Окшот! Она сказала спросить у вас. Спрашивайте у турецкого султана, мне-то что? Ха-ха! Убирайтесь! Кажется, нам не придется посетить миссис Окшот. Пойдемте-ка посмотрим, что можно узнать вот у этого парня. Где ты, друг мой пернатый, ходишь с этим бриллиантом? Он не нужен ни мне, ни тебе. Что поделаешь, милый, в этом мире треклятом каждый носит свой камень в себе. И какой же подлец эту глупость придумал? Джентльмены, куда же я влип? Гусь клюнул, а человек погиб. Гиб-гиб, ура, джентльмен, все отлично. Погода в Лондоне без перемен. Как обычно, кого-то кто-то ловит с поличным. Ты гуся, а тебя полисмен. Гиб-гиб, ура, было так и будет вечно. Любовь и золото, терпи, сынок. Как обычно, кого-то кто-то любит сердечно. Ты ее, а она кошелек. Заклинаю святыми гусаки и гусыни, ну откройте же, где этот гусь? Нет мне в мире защиты, Бейкер-стрит и бандиты, Скотланд-Ярды, бриллианты сдаются. Но нельзя так со мной, я же с детства был честный. Это, знаете ли, уже перегиб. Гусь, черт с ним! А человек погиб. Гиб-гиб, ура, джентльмены, все отлично. Погода в Лондоне без перемен. Как обычно, кого-то кто-то ловит с поличным. Ты гуся, а тебя полисмен. Гиб-гиб, ура, было так и будет вечно. Любовь и золото, терпи, сынок. Как обычно, кого-то кто-то любит сердечно. Ты ее, а она кошелек. Джеймс Рейдер. Джеймс. Идите за мной. Вы увидите кое-что любопытное. Быстрей! Быстрей! Выносите всю мебель. Живей! Вон туда. Делом. Делом займись. Слушай, сэр. Опять собираешь побрякушки. Сэр, сэр, а если это настоящий?
Во-первых, ты подумал, дубина, какой идиот оставит настоящую драгоценность на открытом месте. Здесь живет Холмс, величайший детектив. А во-вторых... А во-вторых... А во-вторых, если он действительно настоящий, тем более положи на место. С Холмсом шутить не надо, а то нам конец. А вот исчезновение шкафа, ковров, кровати и серебряных ложек он воспримет как рождественскую шутку. Да. Да. У нас были гости. Какие благородные люди. Великолепно. Ватсон, оказывается, могут произойти события, предвидеть которые не в состоянии даже я. Джеймс! О, доктор, держите его. Кажется, он намерен упасть в камин. Дайте ему виски. Вот так. Дело проиграно, Джеймс. Ну. Отняли Катарину, стибрили карбункул. Благодарю вас. Вы знаете, сколько в Англии гусей? Ой, не верьте, никому не верьте, что эти подлые твари спасли Рим. Ну, Джеймс, вы только пешка в большой игре. Знаете ли вы, что похитили фальшивый камень? Ой, такое Рождество! Ну-ка, нарисуйте нам апартаменты графини. О, снова вызывать полицию? Это не в ваших интересах, графиня. Вот страховой полис голубого карбункула, а вот фальшивый бриллиант, изготовленный по вашей просьбе в ювелирной мастерской Уилсона, неким Генри Бейкером. Вы что, страховой агент? Я тот, которого не любят люди вашего круга. Великий детектив Шерлок Холмс.
Я погибла. По вашей вине, графиня, один человек попадет на каторгу, другой на грани безумия. Правда. Они люди простые, не джентльмены. Что вы хотите? Если до полудня слесарь Горнер не выйдет на свободу, я передам материалы в газеты. Пощадите мою честь. Очень хотелось бы знать, как это началось. Мистер Холмс, у вас когда-нибудь были финансовые затруднения? Пожалуйста. Скачки. Вы знаете. Продолжайте, графиня. Продолжайте. Да. Камень застрахован в Амстердаме. Я думала, что получу страховку, если он будет похищен. Я постоянно держала его на виду. Но никто не крал. Не могла же я отдать ворам настоящий бриллиант. Так появилась копия. Я знала, что слуга Джеймс безответно влюблен в Катарину и решила при ее содействии вовлечь его в это дело. Я долго полунамеками, подсказкой толкала Катарину на воровство. И если бы Джеймс попался, я сказала бы, что камень подменили после похищения. Я так одинока. В свои 29 лет. Вы поймете меня. Ведь вы тоже одиноки, мистер Холмс. Вам не кажется, что мы очень подходим друг к другу? Один совершает преступления, другой их раскрывает. Мадам! Графиня. Слесарь Горнер на свободе! Дело о похищении голубого карбункула прекращено! Слесарь Горнер на свободе. Да. Вот на что был направлен мой холодный ум. Запишите это, Ватсон. Сию минуту. Слуга в отеле. Служанка, возможно, тоже. Но графиня... Кто в это поверит? Вы что, забыли, Холмс, где мы живем? Да, немыслимо. А я и рассказ уже написал. Разумеется, графиня там ни при чем. А потом завсегдатаи трактира скажут, что великому Холмсу не хватает значительности. Впрочем, Ватсон, дело не в этом. Нас ждет новое интересное расследование. Дело о похищении имущества мистера Холмса. А ведь верно.